На днях Майки и Sony взяли и начали очередной консольный холивар. Кодзима готовит какой-то сюрприз, а GTA 6 станет безумно крутой. Также был представлен ребут Alone in the Dark и ремейк Готики. Но, разумеется, это далеко не все. Я лишь напомню, что если у вас есть возможность и желание, можно стать спонсором канала или на Patreon за очень скромную плату. Отдельная благодарность нашим патронам, разумеется. И не стану напоминать, чтобы вы присоединялись к нам в Telegram-канале. И последнее, но не по значению, не забывайте нажать лайк, а если вы тут впервые, можете даже подписаться на канал. А теперь давайте разберемся с игровыми новостями. Культовый геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал в Твиттере о ходе работы над каким-то видео. Разработчик заявил, что закончил монтаж некоего ролика и приложил скриншот таймлайна. Кодзима известен тем, что работает над трейлерами своих игр сам, поэтому фанаты тут же приняли это за намек на скорый анонс будущей игры. Если это действительно так, то ролик наверняка можно будет увидеть 23 августа на Opening Night Live, церемонии открытия выставки Gamescom от Джеффа Келли. Прямо сейчас Хидео Кодзима работает над Death Stranding 2 и некой облачной игрой для Microsoft. Если верить инсайдерам, нас ждет хоррор под названием Overdose. Авторы Genshin Impact объявили дату выхода долгожданного обновления 3.0 – 24 августа. Вместе с этим разработчики опубликовали очень красивый трейлер апдейта под названием «100 свежих роз приносит утро». В апдейте появится обширный район Сумеру, который делится на две большие части – тропический лес и пустыню. Игроки смогут исследовать густой тропический лес и многочисленные поселения, расположенные в нем, включая город Сумеру и порт Ормос. Новыми боссами станут пернатый плесенник, один из плесенников, который обладает сильной звериной натурой и агрессивно защищает свою территорию, и Электро, папоротник-монстр, поджидающий где-то в глубинах леса. Игроков также ждут 3 новые кошка-девки, в смысле персонажи. Кроме того, появится улучшение геймплея и 3 новых инструмента. Благословение Великого Древа, опытный образец горелки сверхвысоких температур и стабилизатор лески, которые облегчат добычу древесины, заготовку ингредиентов и ловлю рыбы. В общем, готовьте кошельки. Конференция Gamescom уже близко, ее ведущий Джефф Келли уже успел наобещать сюрпризов и горы разного геймерского добра. А это около 30 игр на церемонии открытия Opening Night Live. Как отметил продюсер, игроков ждут как уже анонсированные проекты, так и полноценные премьеры, включая новую научно-фантастическую игру от авторов выживача Subnautica. И в тот же вечер Глен Скофилд выйдет на сцену, чтобы поделиться свежими подробностями и показать survival horror The Callisto Protocol. Кроме того, Келли пообещал как минимум несколько сюрпризов, о которых геймеры еще не слышали. Кстати, проект Кодзимы может стать одним из них. Некоторые из проектов, которые покажут на выставке, выйдут даже позже 2023 года. Церемония открытия Gamescom начнется 23 августа в 21:00 и продлится 2 часа. У Microsoft будет отдельная трансляция со своего стенда, где разработчики поделятся новой информацией и покажут свежий геймплей своих предстоящих игровых новинок. Стрим начнется 25 августа в 15:00. THQ Nordic и студия Pieces Interactive анонсировали перезапуск Alone in the Dark. Нам обещает классический survival horror, где игрокам предстоит отбиваться от противников, исследовать локации и решать головоломки. Так, над игрой работает команда из молодых талантов и опытных разработчиков-ветеранов. За историю отвечает автор Сома и Amnesia The Dark Descent Микаэль Хедберг, поэтому сюжет не должен подвести. Разработчики стремятся создать игру, которая использует преимущества современных игровых технологий, чтобы переосмыслить многое из того, что сделало оригинал великим, и в то же время достичь новых впечатлений. Ну а саундтрек будет выполнен в стиле Doom Jazz с жуткими и навевающими страх мелодиями, создающими напряженную, извращенную и преследующую атмосферу. В настоящее время студия трудится над альфа-версией. Для ребута написали оригинальный сюжет, в котором будут сочетаться элементы из первых 3 крупных игр серии, вышедших в начале 90-х. Главными героями являются Эмили Хартвуд и Эдвард Карнби из оригинальной игры, но все враги представляют собой новых оригинальных созданий. При этом будут некие намеки на монстров из прошлого. Главное, что игрокам не потребуется знакомство со старыми частями, но поклонники серии найдут в новой игре много знакомого. События Alone in the Dark развернутся в Америке 1920-х годов в обстановке нуара с элементами классического лавкрафтовского ужаса. По сюжету, где-то далеко на юге дядя Эмили Хартвуд пропал без вести. Вместе с частным сыщиком Эдвардом Карнби она отправится в поместье Дерсета, приют для душевнобольных, где происходит что-то странное. По прибытии на место героям предстоит раскрыть темные секреты готического особняка и постараться выжить в условиях, когда реальность переплетается с безумием. Зло таится в каждой тени, а боеприпасов всегда не хватает. Игра позволит увидеть одну историю с 2 точек зрения, играя за одного или другого персонажа.
включая совершенно разные сцены и уровни. На пересечении реальности, тайны и безумия вас ждет приключение, которое поставит под сомнение все, что вы знаете о себе. Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series, но даже примерную дату выхода пока не называют. Издательство THQ Nordic и студия Alchemia Interactive представили новый трейлер ремейка первой игры из ролевой серии Gothic. Ролик проводит зрителя через старую шахту, где копатели пытаются не стать обедом для ползунов, огромных и яростных созданий, обитающих в темноте. В упомянутую локацию безымянный протагонист Gothic отправляется, чтобы пройти испытание Диего и быть принятым в старый лагерь. Герою необходимо спуститься в шахту и найти там Яна, взять у него список продуктов и вернуться. Разработчики ремейка обещают в переосмыслении дух первоисточника, осовремененный мир и улучшенную боевую систему с сохранением основ из оригинальной игры. Акцент в проекте делается на проработку компактного открытого мира и высокий уровень нелинейности. События разворачиваются на острове Харинис, где заключенные добывают магическую руду, необходимую королю Миртаны Рабару II для ведения кровопролитной войны с орками. Игроки берут под управление безымянного героя, который должен доставить письмо магам огня. Ремейк создается для ПК, PS5 и Xbox Series. Точной даты или даже сроков выхода у обновленной Готики пока нет. Ну и коротко пробежимся по остальным интересным анонсам от THQ Nordic. Так, студия Haemimont Games представила новый трейлер стратегии Judged Aliens 3. События разворачиваются в вымышленной стране Гранд-Чьен, которая столкнулась с политическим кризисом. Местного президента похитили представители группировки Легион, поэтому его семья обратилась за помощью к влиятельной корпорации Адонис. Игрок берет под контроль отряд наемников, которым предстоит на месте разобраться в происходящем. На откуп отряду наемников доступен большой мир, поделенный на несколько секторов. Но нужно понимать, что этот бизнес – дело опасное. Релиз игры состоится на ПК. Студия Purple Lamp представила геймплейный трейлер платформера SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Игрокам вновь предлагается взять под управление губку Боба, который вместе с Патриком получил в свое распоряжение слезы русалки, исполняющие желания. Из-за этого начали открываться порталы, ведущие в альтернативной версии Bikini Bottom. Студия Appeal показала геймплейный трейлер игры Outcast 2 A New Beginning. Речь идет о сиквеле культовой приключенческой игры Outcast, за которой отвечает костяк оригинальный Appeal. В основу проекта легли наработки из отмененной второй части, которая разрабатывалась под крылом издательства Infogrames. События стартуют спустя 20 лет после финала оригинала. Бывший спецназовец Каттер Слейд восстановил мир на планете Адельфа, однако при попытке вернуться на Землю герой застрял на долгие годы в портале. Теперь главный герой должен помочь местным аборигенам Таланам вступить в борьбу с армией роботов. В разных мирах доступны разные версии главного героя, который обладает уникальными способностями. Релиз проекта состоится на ПК, Xbox Series и PS5. Студия Three Fields анонсировала совершенно новую аркадную гонку в открытом мире Recreation. Главной особенностью проекта станет Mix World. Огромный мир-песочница для любителей вождения и гонок площадью 400 квадратных километров, который игроки смогут формировать в одиночку или с друзьями, размещать трамплины, петли, препятствия, строить трассы на дорогах и бездорожье и многое другое, а также соревноваться между собой в заездах, создаваемых по собственным правилам. Правда, учитывая послужной список этой студии, у меня есть большие сомнения касательно успеха этой игры. Но студия Mirage Game анонсировала игру Space for Sale. Игрокам предстоит взять под управление межгалактического застройщика, которому инопланетные заказчики поручают контракты на возведение и обустройство недвижимости. Поэтому необходимо изучать планеты в поисках подходящих участков. Проблема в том, что местная флора и фауна не всегда будут дружелюбны к герою, поэтому придется найти способ с ними подружиться. Ландшафт планет будет процедурно генерируемым. Кроме того, проходить Space for Sale можно в кооперативе на 2 человек. Релиз проекта состоится на ПК. Ну и одна из игр THQ Nordic, судя по всему, создается вместе с авторами мультсериала «Южный парк», так как на презентации они показали тизер с лого студии Трея Паркера и Мэтта Стоуна. Однако о проекте какого рода идет речь, не ясно, поэтому перейду-ка я к другим новостям. Infinity Ward сделала небольшое обновление по Call of Duty Modern Warfare 2, представив еще одну карту мультиплеера. Farm 18 предназначена для матчей в составе 6 на 6 и была вдохновлена популярной картой Shoot House из предыдущей Modern Warfare. Как видно из короткого ролика, в центре Farm 18 находится крытое строение промышленного цементного завода, где будет происходить основная часть действий. А окружающая местность представляет собой симметричную асфальтированную дорогу с несколькими перекрывающими обзор препятствиями, такими как заброшенный автобус, массивные шлакоблоки и строительная техника. Игроки получат возможность опробовать карту в рамках беты, которая начнется 16 сентября.
По данным журналиста Грега Миллера, некоторые издатели перенесли свои игры с осени на 2023 год в связи со страхом перед выходом God of War Ragnarok. Иными словами, они испугались хайпа и конкуренции с эксклюзивом PlayStation за покупателей. Цитата: «Переносы связаны с тем, что они боятся God of War Ragnarok. Никто не хочет запускаться в одно время с этой игрой. Лично общался с несколькими людьми и слышал от них подобное», — отметил он. Компании, которые решили передвинуть свои релизы подальше от Рагнарёка, он не назвал, но информация прозвучала в подкасте, где затрагивался недавний перенос Midnight Suns на 23 год. Среди других уехавших за последние месяцы на 23 год — Forspoken, Suicide Squad и The Lord of the Rings Gollum. А вот разработчики Sonic Frontiers переносить игру не собираются, несмотря на критику и недовольство игроков. Это они зря. Зачистка знаков вопроса на Скеллиге в The Witcher 3 вызывала отрицание, гнев, торг, депрессию и в конце концов принятие. Ты такой зачистил на 50-м часу кучу точек интереса с вопросами, а тут на тебя вываливают еще больше. Вопросики на карте Скеллиги давно уже стали мемом среди игроков. А спустя 7 лет с релиза игры директор сюжетной кампании The Witcher 4 и на момент выхода The Witcher 3 младший дизайнер квестов Филипп Вебер согласился, что решение было ужасным, но оправданным. По его словам, студии нужно было просто заполнить пространство, а миссии с контрабандой добавляли почти в самый последний момент. Времени на тщательное обдумывание их расположения было мало. Он говорит, что это была большой ошибкой, и он не стал бы делать этого снова. Дело в том, что карта Скеллиги огромная, а заполнять ее квестами было сложно, поэтому вопросы начали ставить даже над тайниками контрабандистов. Их собирались просто раскидать по карте и расположить над ними кружащихся чаек. Это была бы случайно попадающаяся награда для тех, кто любит исследовать мир игры. Ну а теперь хорошая новость. В The Witcher 4 таких знаков будет куда меньше, правда, они придумают что-то новое. Главное, чтобы не было знака вопроса с подвохом. Разработчики Hogwarts Legacy, новой игры во вселенной Гарри Поттера, объявили о переносе проекта. Если изначально игру должны были выпустить до конца года, то теперь она поступит в продажу лишь 10 февраля 2023 года на ПК и консолях двух поколений Xbox и PlayStation. А версия для Switch и вовсе задержится на неопределенный срок. Разработчики заявили, что для выпуска наилучшего продукта и качественного опыта для игроков им понадобится чуть больше времени, чем они планировали, и попросили запастись терпением. Они хотят довести игру до идеального состояния, но понятие идеала, разумеется, у всех разное. Для игры это уже второй перенос. Черт побери, и тут прослеживается след God of War Ragnarok. Короче говоря, если перенесут еще какую-то игру, то вините во всем не что-то там, а релиз Рагнарёка. Том Хендерсон поделился новой информацией на основе увиденного и общения с участниками теста Beyond Good and Evil 2. Игра выглядит гораздо более недоработанной, чем кадры из 2018 года. Возможно, с тех пор проект опять перерабатывался. В игре можно создать собственного персонажа, кастомизация начнется с выбора заготовки, например, можно стать акулой или пандой, а затем приступить к изменению внешности. Согласно некоторым источникам, у них сложилось ощущение, что игра все еще находится в нескольких годах от релиза и не имеет четкого творческого направления. В то время как другой источник рассказал, что вообще не имел понятия о том, чем он занимался во время прохождения. Релиз, вероятно, придется ждать еще пару лет, я надеюсь, не световых. На днях Sony опубликовала список августовских бесплатных игр для подписчиков PS Plus Extra и Deluxe, в котором не оказалось ни одного классического тайтла с первых консолей PlayStation. Это вызвало возмущение среди пользователей, заплативших за самые дорогие тарифные планы как раз ради классики, которую обещали эксклюзивно в каталогах Deluxe и Premium. Игроки просят Sony прояснить ситуацию и выражают разочарование. Вот что пишут разочарованные игроки. После запуска сервиса в июне классическая подборка пополнилась всего 2 играми, о которых никто не просил. Это позор. Какой же это премиум, если вы не в состоянии каждый месяц добавлять по 2-3 игры? На PS1, PS2 и PSP полно крутых игр, но я их не вижу в сервисе. Это говорит о полной некомпетентности, полнейшая клоунада. Второй пишет, нет никакой веры в то, что Sony соберется силами и сделает нормальную обратку. И это главная причина, по которой я хочу перейти на Xbox, говорится на Resetera. В комментариях игроки отмечают, что не понимают, почему Sony не добавляет в каталог хотя бы свои собственные игры с первых PlayStation и PSP, если с чужими наблюдаются проблемы. Подписчики также критикуют разрекламированный Sony раздел с демками актуальных игр, что, мол, там всего 16 игр, многие из которых мелкие тайтлы от сторонних разработчиков. Люди платят $120 в год за премиум, почему не предлагать им хотя бы пробники всех игр от внутренних студий самой Sony? Вопрос риторический. Колумнист Forbes Пол Тасси написал статью о судьбе Cyberpunk 2077.
Он считает, что эта игра могла изменить индустрию, если бы CDPR не поспешила с ее релизом. Журналист также с сожалением констатировал, что игроки не оценили старания разработчиков по улучшению 2077-го. Игра практически полностью выпала из информационного поля. Ее мало обсуждают и плохо покупают, несмотря на изменения за последние 1,5 года. По его мнению, репутация бренда безнадежно испорчена. Основная мысль в том, что если бы Cyberpunk 2077 дебютировала в более привлекательном состоянии, то сегодня мы могли бы жить в мире, где у GTA появился серьезный конкурент. Однако шанс упущен, а репутация разбита. И не только для разработчиков, но и бренда Cyberpunk. Если бы все было немного иначе, то аудитория увидела бы совсем другой проект. Законченный, лишенный багов, ошибок и с хорошей оптимизацией. Разработчики не потеряли бы 80% стоимости акций и свою репутацию. Такая версия Cyberpunk получила бы больше DLC уже на ранних этапах своего развития. Журналист подытожил, что ей не хватило всего 1 года. Будущее GTA 6 никак не избежать сравнений с предыдущей частью и по совместительству второй наиболее продаваемой игрой всех времен GTA 5. Однако Rockstar, похоже, это ничуть не пугает, поскольку студия хочет сделать из новой части известного на весь мир криминального боевика эталон для серии игровой индустрии и всего рынка развлечений. И гендир Take-Two Штраус Зельник во время разговора с инвестором по итогам прошедшего квартала упомянул про GTA 6. Рассказывая о работе над проектом, глава Take-Two заявил, что Rockstar намерена установить новую планку креативности в игровой и развлекательной индустрии, и разработчики стремятся выйти на принципиально новый уровень. Цитата: «Поскольку разработка следующей игры в серии GTA продолжается, команда Rockstar полна решимости снова внедрить новые креативные стандарты для серии, игровой индустрии и всего рынка развлечений, как это до сих пор происходило с предыдущими ключевыми релизами. Большинство того, что мы слышали о предстоящей новой GTA, это слухи и предположения. Хотя, если отталкиваться от этого, нас ждет существенное изменение подхода. В общем, чтобы я не тратил сейчас время на рассказ, почему над игрой нависли опасения, крайне советую посмотреть наше видео GTA 6 в опасности. Также Take-Two сообщили в отчете о разработке 8 новых портов, ремастеров или ремейков старых игр. Короче, с оглядкой на клоунаду в лице GTA Trilogy ничего хорошего не ждите. Начался новый консольный холивар, дамы и господа. Ранее я рассказывал про заявления, сделанные руководящим составом компании Sony по поводу слияния между Microsoft и Activision Blizzard. Материалы были получены из документов антимонопольных органов. Причем Sony оказалась единственной игровой компанией, запрошенных в новом 27-страничном документе, увидевшей в действиях Microsoft антиконкурентные элементы. Теперь же майки отреагировали на громкое заявление. По их мнению, в нынешнем состоянии Sony активно противостоит идее создания конкурентоспособных игровых подписочных сервисов, которые могут подорвать успехи бренда PlayStation в цифровой дистрибуции контента на консольном рынке. Также Microsoft поставила под сомнение идею, что франшиза Call of Duty представляет из себя уникальный бренд, прямых конкурентов которому якобы нет. А еще они подтвердили, что колда не станет эксклюзивом, а будет мультиплатформенным, поскольку в этом нет денежной выгоды. Как считают аналитики, Sony эти слова вряд ли успокоят. Просто она может стать одним из главных механизмов привлечения аудитории к бренду Xbox и Game Pass, даже при условии выхода на PlayStation. К такому выводу пришло издание GamesIndustry.biz. Дело в том, что заполучив Call of Duty и продолжая выпускать игры на PlayStation, Microsoft фактически сможет транслировать на аудиторию конкурента идею привлекательности своих сервисов. И речь идет об огромной аудитории, поскольку колда – франшиза номер 1 на PlayStation. В будущем Microsoft сможет всячески подчеркивать, что подписчики Game Pass получат доступ к Call of Duty бесплатно, да еще и могут играть в эти игры на любых устройствах, даже без консолей ПК, попутно получая бонус от разработчиков, тогда как на плойке за каждую новую часть придется платить по 70 евро. В конечном итоге это может переманить часть фан-базы в лагерь Xbox, что станет фиаско для Sony, считают журналисты. В отношении роли Game Pass в индустрии и претензий со стороны Sony, Microsoft также сделала несколько заявлений. Согласно внутренним исследованиям мелкомягких, подписочная модель до сих пор не стала доминирующим способом для распространения игр. Многие по-прежнему предпочитают покупать игры. Кроме того, у PlayStation есть свой собственный сервис, развивающийся в интересах Sony. Более того, новые версии PS Plus многие игроки воспринимают как конкурента Game Pass. На рынке существуют и другие игровые подписки, и в этом плане Game Pass не является необычным явлением. Microsoft также коснулась вопроса эксклюзивности игрового контента в рамках консольного рынка в целом. Компания привлекла внимание антимонополистов к тому факту, что Sony на протяжении долгих лет делала большой акцент на выпуске игр, недоступных нигде, кроме консоли PlayStation. Подобных стратегий платформодержатель придерживается и сегодня, как в случае с играми, создающимися внутренними студиями, так и при заключении договоров со сторонними разработчиками и издателями, например, как с играми линейки Final Fantasy.
При этом Sony позволяет себе критиковать теоретическую эксклюзивность других игр для чужих платформ. Отдельно руководство Майков отметило тот факт, что отчасти развитие сервиса Game Pass напрямую ограничено действиями Sony. Команда Xbox осведомлена о том, что они платят отдельным компаниям и заключают договоры, в которых разработчикам напрямую запрещается выпускать свои игры в Game Pass. Но это утверждение малость ошибочно. Там говорится о наличии различных маркетинговых соглашений, по которым действуют ограничения. Например, если какая-то игра рекламируется с PS5, то у Sony есть право первой добавить этот проект в свою подписку. По той же аналогии это работает и с другими компаниями. Sony не единственная, кто пользуется такими привилегиями, и это вполне нормальная ситуация. Remedy поделилась с инвесторами финансовыми результатами за второй квартал года. Студия впервые ушла в минус. Ремастер Alan Wake еще не окупился. Также в плюс пока не вышла дешевая подделка в лице кривой Crossfire X. Главное, что разработка Alan Wake 2 движется, и релиз игры по-прежнему запланирован на 2023 год. Тоже можно сказать и о спин-оффе Control под названием Codename Condor. Проект перешел на стадию предпроизводства. Всего Remedy работает над 5 играми, включая ремейки первого и второго Max Payne. Авторы ребута Saints Row выпустили трейлер, в котором еще раз напомнили о самых важных деталях экшена. Основной особенностью игры станет противостояние банд, одну из которых в итоге предстоит возглавить игроку. При этом каждый ее участник уникален. Кто-то может сбежать с места преступления, а кто-то инвестировать в нужное русло. Также игроки смогут развивать собственную базу, покупая и улучшая недвижимость. Прокачивать можно будет в том числе главного героя и, разумеется, его тачку. Судя по ролику, нас ждет очень богатая кастомизация, множество интересных активностей и сплошное безумие в открытом мире в стиле прошлых частей серии. А еще интересные активности и безумие в рамках разумного можно устроить и в комментариях, обсудив новости. Поэтому жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в телеге и дискорде. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.